Итак, давайте сначала оденем вот этого пупсика. Итак, начинаем вязать одежду, боди и пинеточки для нашей куколки. И я взяла вот такой вот более яркий цвет. Ну, в общем, цвет одежды может быть разный. Я взяла вот такой вот цвет более яркий. Вы можете взять на свое усмотрение любой цвет. И начинаем с вами вязать. Сначала пинетки свяжем. Итак, начинаем вязать пинетки и набираем 5 воздушных петель. Цепочку из 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Со второй петли от крючка провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываем один столбик без накида, второй и в последнюю провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше прокладываем хвостик и провязываем по цепочке 2 столбика без накида, 1, 2 и в конце прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Вот провязали первый ряд. Второй ряд. Снимаю маркер, провязываю в первую петельку прибавку, первый столбик ставлю маркер и во вторую петлю тоже прибавку. Дальше 2 столбика без накида по цепочке и дальше 6 прибавок подряд. 1, первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, шестая и дальше 2 столбика без накида. И дальше 2 прибавочки в конце. Во втором ряду у нас должно получиться, я не сказала, в первом ряду у нас получается 14 столбиков, во втором ряду 24 столбика. Третий ряд. Снимаю маркер, провязываем столбик без накида, ставлю маркер обратно в первый столбик. В следующую прибавка. Дальше опять 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Так мы сделали 2 повторения, затем 2 столбика без накида. И теперь нам нужно сделать 6 повторений. 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Опять 1 столбик без накида, в следующую прибавка. Это уже второй раз мы с вами повторили. Третий раз прибавка. Четвертый раз столбик без накида, прибавка. Пятый раз. И шестой раз. Дальше 2 столбика без накида. И опять 1 столбик без накида, прибавка. И 1 столбик без накида и в конце прибавка. В третьем ряду у нас получается 34 столбика без накида. Четвертый ряд. Четвертый ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли. Снимаю маркер и провязываю за заднюю стеночку петли полностью ряд 34 столбика без накида.
за заднюю стеночку петли. За заднюю. Без прибавок и убавок за заднюю стеночку петли. Давайте так провяжем до конца ряда. 34 столбика без накида. И следующие два ряда, 5 и 6 ряд, провязываем уже за полную петельку. 34 столбика без накида. Тоже без прибавок и убавок. Давайте так провяжем. Итак, провязала 6 рядов. Теперь снимаю маркер, 7 ряд. 7 ряд, значит, вяжем так. В начале убавка. Ставлю маркер в первый столбик. Затем вторая убавка. Дальше провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальше 6 убавочек подряд. За передние полупетельки первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Провязав 6 убавок подряд, дальше до конца ряда 9 столбиков без накида. И 9. Провязали 9 столбиков. В конце ряда у нас должно получиться 26 столбиков. То есть мы сделали с вами 8 убавок. Итак, 8 ряд. Снимаю маркер и провязываем 10 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше провязываем 4 убавки подряд за передние полупетельки. Раз. Два. Три. И 4. И дальше до конца ряда 8 столбиков без накида. В 8 ряду у нас получается 22 петли. Итак, провязала. Теперь вот такая деталь получается. 9 ряд. В начале провязываем 2 убавки. Ой. Первая убавка. Ставлю маркер в первый столбик. И вторая убавка. Дальше до конца ряда провязываем 18 столбиков без накида. В конце ряда 20 столбиков должно получиться.
Теперь обрезаем хвостик. Снимаю маркер и закрепляем. Делаю соединительный столбик. Все, теперь одеваю иголочку. Вот, и фиксирую ниточку. Обрезаю хвостик. Теперь возвращаемся к 4-му ряду. Задней стеночки вставляю, ищем, где у нас здесь задняя стеночка. И переднюю стеночку ищем. Делаем воздушную. В эту же петлю провязываем столбик без накида. И дальше по кругу, по 4-му ряду, за переднюю полустеночку вот провязываем, за переднюю стеночку 4-го ряда провязываем в каждую петельку столбики без накида. Обрезаем, фиксируем. Все, теперь вот этот хвостик обрезаю. Этот хвостик прячу.
Вот такая пинеточка готова. И теперь давайте свяжем ушки. Итак, начинаем вязать ушко. Набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь во вторую петлю от крючка провязываю, со второй, вернее, петли от крючка провязываю 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 и 4. Теперь в последнюю петлю провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по второй стороне провязываем 4 полустолбика с накидом. Вот такое ушко получается. Теперь я подлиннее обрезаю хвостик, фиксирую, этот хвостик обрезаю, одеваю иголку. Складываю нижнюю часть вот так вот пополам и прошиваю несколькими стежочками. Вот такое получается ушко. Теперь беру нашу пинеточку и пришиваю с одной стороны. Одно ушко готово, второе я уже связала, тоже нужно пришить его точно так же вот со второй стороны ботиночка. Давайте пришьем. Итак, пинеточки я связала, пришила ушки. Вот такие пинеточки получаются. Впереди можно украсить либо цветочками, либо бусинками какими-то. Можно глазки приклеить сюда. Все, теперь давайте свяжем боди. И я набираю 28 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Набрали цепочку из 28 воздушных петель. Теперь с третьей петли от крючка 28 столбиков, ой, 26 столбиков с накидом.
Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я первый ряд, 26 столбиков с накидом. 1, 2. Поднимаемся на 2 воздушные петли. И в эту же петельку я провязываю 1 столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Теперь я снимаю маркер. Я-то уже, в принципе, все просчитала. Вы можете маркеры не ставить. А вот я для себя ставлю. Если вы хотите, вы тоже ставьте. Значит, в следующую петлю я провязываю 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Провязав 3 столбика с накидом, в средний столбик я ставлю маркер. В средний столбик. Дальше провязываю до следующего маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот между маркерами у нас 6 столбиков. Именно в этом ряду. Я снимаю маркер. И теперь в эту петельку я провязываю 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Три столбика. В средний столбик. Вот в средний столбик я ставлю маркер. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И опять дошли до маркера. Маркер снимаем. И провязываю в следующую петельку 3 столбика с накидом. 1, 2 и сюда же 3. Провязав 3 столбика в средний столбик, во второй я ставлю маркер. Дальше опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дошли мы до последнего маркера, я снимаю и тоже провязываю 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Провязав в средний, я ставлю маркер. И до конца ряда провязываю 2 столбика с накидом. Провязали второй ряд. Итак, во втором ряду у нас получается 34 столбика. Теперь делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю в эту же петлю столбик с накидом. 1, 2 и 3. Провязав 3 столбика, снимаю маркер и в эту же петлю, там где у нас был маркер, провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, сюда же 2 и сюда же 3. 3 столбика, в средний столбик ставлю маркер. В средний. Дальше провязываем 8 столбиков с накидом. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь снимаю маркер и в эту петлю в одну провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязав 3 столбика в одну петлю, в среднюю я ставлю маркер в средний столбик, во второй из двух. Дальше опять провязываю 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снимаю маркер. В этот столбик провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2 и сюда же 3. Провязав 3 столбика, в средний ставлю маркер. Дальше опять 8 провязываю столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Остается один маркер. Я его снимаю и тоже сюда провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и сюда же 3. Провязав 3 столбика в средний столбик, во второй столбик из 3 ставлю маркер. И в конце я провязываю 3 столбика с накидом. В третьем ряду у нас получается 42 столбика. Итак, третий ряд провязали. Теперь четвертый ряд. Набираю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и провязываю 1 столбик с накидом, в эту же петлю провязываю. Дальше 2 столбика с накидом, 3 столбика с накидом, 4 столбика с накидом. Снимаю маркер и 5 столбиков с накидом. Провязали 5 столбиков с накидом, набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрали и соединяем со вторым маркером вот в эту петельку, там где стоял маркер. Провязываю сюда столбик с накидом. Вот такой получается у нас рукавчик. Это первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 8, 9, 10,
11, снимаю маркер и провязываю 12 столбик с накидом. Вот так. Теперь провязываем опять 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снимаю маркер последний. И там, где был у нас маркер, провязываю столбик с накидом. Получается второй рукав. И дальше до конца ряда еще 4 столбика с накидом довязываем. Вот такая получается у нас, такой получается 4-й ряд. Теперь 5-й ряд. Набираю 2 воздушные петли. Продолжаем вязать 5-й ряд. Столбик с накидом. Провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. Дальше провязываю по рукавчику. 1, прямо под воздушные петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И так продолжаем до конца ряда. Итак, довязала я вот этот вот ряд, там, где рукавчики мы провязывали по воздушным петлям. У нас получается 38 столбиков с накидом. Теперь мы соединяем соединительной петлей край. Вот так. То есть вот так вот у нас получается. И теперь набираю 2 воздушные петли и сюда же провязываю столбик с накидом. Теперь провязываем по кругу без прибавок и убавок 38 столбиков с накидом. При этом делаем в конце соединительный столбик и поднимаемся на 2 воздушные петли подъема. Таких рядов нам нужно провязать 3: 6, 7 и 8 ряд. 3 ряда нам по кругу нужно будет провязать. Вот по кругу. Так мы соединили. В конце соединительный столбик, 2 воздушные петли и 3 ряда. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 3 ряда. Я уже закрепила ниточку и одела, чтобы измерить, как мы будем дальше с вами вязать. Смотрите, когда одеваем боди на пупсика, мы смотрим, вот так вот хорошо прикладываем, и теперь просто отмечаем маркерами, где мы будем с вами вязать трусики. То есть трусики я определила начало ножек с одной стороны, вот с лицевой стороны определила, там где заканчиваются ножки у нас будут начинаться трусики. И сзади определила, где у нас заканчиваются ножки, там у нас начинаются трусики. Все, давайте снимем. Одеваю я через низ, через нижнюю часть.
Вот, убираем уже нашего пупсика. И теперь мы видим, где у нас впереди мы будем с вами провязывать и где сзади. Мы отметили маркерами. Думаю, тоже у вас все получилось. Итак, взяла я пряжу. И давайте с вами провяжем переднюю часть. Вот передняя часть. Снимаю маркер, вставляю крючок. Набираю 2 воздушные петли и сюда же провязываю столбик с накидом. И дальше до следующего маркера провяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, неправильно посчитала, и 10. Получается на переднюю часть 10 столбиков. Все, хвостик обрезаю. Вот, набрали мы 10 столбиков с накидом. Теперь набираю 2 воздушные петли. И теперь начинаю. Вначале провязываем убавку. В эту же петлю провязываем не до конца. Делаю накид и во вторую. В следующую петлю провязываю не до конца. 3 петли на крючке провязываю вместе. Дальше. Не довязывая 2 петли, не довязывая 2 петли, точно так же делаем убавку. Делаю накид, провязываю я только накид и оставляю петельку на крючке. Опять делаю накид и в последнюю провязываю только накид. 3 петли на крючке провязываю вместе. Дальше опять 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и в начале провязываем убавку. Дальше вяжем столбики с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, не довязывая 2 петли. Теперь делаю точно так же убавку в конце. 3 петли на крючке провязываю вместе. Все, обрезаю хвостик и закрепляю ниточку. Передняя часть у нас провязана. Вот такая наша будет передняя часть. Теперь задняя часть. Снимаю маркер. Вставляю крючок, опять присоединяю ниточку и провязываю 2 воздушные петли и сюда же провязываю столбик с накидом. Сейчас посчитаем, сколько у нас уходит на заднюю часть боди. 1, 2, 3, 4,
5, хвостики подтягиваем, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снимаем маркер. И 16 провязываем, последний. Отрезаем хвостики. И теперь на заднюю часть у нас уходит 16 столбиков. Дальше набираю 2 воздушные петли. И вначале провязываю убавку. Точно так же, не довязываю. Провязала накид, оставляю петелечку на крючке. Дальше второй раз. И провязываем вместе. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали 11 столбиков, не считая вот этот вот убавку. Так, по-моему, да. И в конце провязываем убавку. Вот так. За минусом 2 убавок у нас должно получиться 14 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 столбиков. Теперь набираю 2 воздушные петли. И опять провязываю убавку в начале и в конце. И у нас должно получиться 12 столбиков. Давайте провяжем так. Итак, получилось у меня 12 столбиков. Теперь делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание. И теперь точно так же в начале и в конце я делаю убавку. И получается у нас в 4-м ряду у нас получается 10 столбиков. Давайте так провяжем. Итак, получается у нас в конце 10. И точно так же повторяем следующий ряд. 2 воздушные петли. В начале и в конце делаем убавки. И у нас получается 8 столбиков в 5-м ряду. 1, 2, 3, 4. Да, в 5-м ряду. Итак, я уже отрезала ниточку, закрепила. Значит, у нас вот такой вот получается будет. Теперь нам нужно просто сделать везде обвязку. Обвязку мы будем делать столбиками без накида. Вот, и при этом вышивать петелечки для пуговиц. Значит, здесь у нас должно быть 2 пуговички. Поэтому мы здесь будем вышивать, вывязывать, вернее, петельки для пуговиц. Давайте в боковой части, с боковой части начнем. Воздушную петлю подтягиваем и провязываем сюда же столбик без накида. Хвостики тоже все будем вязать вместе. Итак,
Провязываем в каждую петельку столбики без накида. Теперь смотрите, доходим до уголочка. У нас здесь получается вот раз петелька и 2 петелька. Мы вводим сюда, на боковушке, выводим. Дальше вводим в уголочек, там не провязываем. И вводим на самой вот этой вот накладочке. Вот у нас 3 петли на крючке. То есть уголочек мы сглаживаем, провязывая все 3 вместе. И вот такой вот у нас плавный уголочек получается. И переходим на переднюю часть. Провязываем столбики без накида. Вот в эти уголочки мы провязываем 3 столбика без накида, чтобы не закручивалась деталь. И дальше по линии идем, проходим. Доходим до уголочка. В этот уголочек провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Раз. Сюда же 2. Ой, а мы забыли провязать. Ладно, мы сделаем петельки сзади. А здесь пуговички пришьем. Уже не будем распускать. Так, 2 и 3. Вот. Теперь отрезаем, чтобы нам не мешали вот эти вот хвостики. Где-то еще здесь тоже был хвостик. Вот. Смотрите, видите вот этот вот такой плавный переход, когда мы сделали вот убавочку такую тройную, скажем так. Здесь по уголочкам мы сделали, видите, здесь какая здесь гладенькая. И здесь такой резкий переход. Здесь мы тоже с вами сделаем убавки. Теперь переходим на боковую часть. Теперь тоже, вот видите уголочек? Точно так же делаю я. Вставляю на боковой части, потом на уголочек и на половинку. Вот 3 петельки на крючке вместе провязываем. И дальше переходим дальше. Столбиками без накида. Здесь точно так же. Смотрите, остается одна петелька, вводим в эту петельку. Теперь и на заднюю часть. Вот 3 петельки на крючке. Вместе провязываем и дальше проходим. Дальше идем столбики без накида до уголочка. В уголочке провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Здесь провязываю 1 столбик без накида. Дальше давайте с вами сделаем петелечку для пуговички. Набираю 1, 2, 3, 4, 5, 5. Пропустив одну петельку, провязываю столбик без накида. Вот так. Дальше 1 столбик без накида, 2. И дальше провязываю 1, 2, 3.
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ага, 5. И вот, пропустив одну петельку, провязываю вот посерединке, чтобы у нас были пуговички. И дальше в уголочек провязываю 3 столбика без накида. Дальше по боковой части иду, прохожусь, хвостик ввязываю при этом. Вот такие у нас петельки получаются для пуговичек. Теперь на уголочке точно так же в уголочек три петли на крючке провязываем вместе. Отрезаем все хвостики. Этот хвостик тоже отрезаем, мы уже его ввязали. Все, и дальше все, теперь ввожу в первую петлю соединительный столбик, отрезаю, закрепляю. Все, вот так вот у нас будет. Пуговички здесь пришьем, и будет вот так вот застегиваться. Все, ниточку давайте спрячем. Итак, провязали мы низ. Теперь давайте провяжем рукава столбиками без накида по кругу и верхнюю часть. Рукава начнем провязывать с серединки. Набираю одну воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. И по кругу в каждую петлю, в каждый столбик просто провязываем столбики без накида. Вот по кругу. Хвостик прокладываем. Теперь можно этот хвостик отрезать. И дальше вот по кругу столбики без накида провязать. Вот провязали, делаем в первую петлю соединительный столбик, отрезаю хвостик, закрепляю. Все. И нужно спрятать ниточку. Давайте провяжем вот эту часть
Следующий рукавчик самостоятельно. Итак, провязали мы здесь и здесь рукавчики. Теперь нам нужно верхнюю часть вывязать и тоже сделать одну петелечку для пуговички. Для этого я в серединку, вот между вставляю крючок, вывожу и провязываю здесь столбик без накида. И теперь по кругу хвостики вяжу вместе. Центральную я провязываю 3 столбика без накида. Один уже провязала, 2 и 3. Перехожу на верхнюю часть воротничка, хвостики вяжу вместе с деталью. Так, давайте обрежем. Все, и дальше провязываем горловину. Итак, довязав до угла, вяжем петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем одну петельку и в следующую провязываем столбик без накида. И дальше продолжаем вязать уже до конца. Делаем соединительный столбик, отрезаем ниточку и прячем. Давайте спрячем и пришьем пуговички. Здесь сзади одну и вот здесь 2 внизу. Ну что ж, комплектик связан. Я пришила пуговички, нашла вот такие вот детские пуговички с одной и сзади пришила. А вот пинеточки наши готовы. Давайте оденем.
Итак, начинаем вязать шапочку. Для шапочки я выбрала цвет красный. Я набрала 2 воздушные петли. Я уже не стала удлинять видео. Вяжется как голова, то есть как голову мы вязали, точно так же я вязала и шапочку. Единственное, что я добавила еще один ряд. Набираем 2 воздушные петли, во вторую петлю от крючка мы провязываем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем по кругу, то есть второй ряд все 6 прибавок, в конце 12 столбиков. Дальше третий ряд 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. Четвертый ряд 2 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 24 столбика. Пятый ряд 3 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце пятого ряда у нас получается 30 столбиков. Шестой ряд 4 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 36 столбиков. Седьмой ряд мы провязываем 5 столбиков без накида плюс прибавочка, повторяем 6 раз по кругу и в конце 42 столбика. И добавляла еще один ряд, то есть 8 ряд я провязала 6 столбиков без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 48 столбиков, то есть по кругу у нас 8 рядов и 48 столбиков. Теперь мы с вами провяжем 5 рядов без прибавок и убавок, 48 столбиков без накида, то есть 9, 10, 11, 12, 13 ряд мы провязываем 48 столбиков без накида, 5 рядов. Итак, провязала я 5 рядов, вот такая шапочка получается. Теперь снимаю маркер, провязываю соединительный столбик, затем 2 воздушные. И сюда же провязываю столбик с 1 накидом. И дальше по кругу я провязываю 48 столбиков с накидом. По кругу. Без прибавок и убавок. Это будет у нас какой? 14 ряд. 14 ряд, 48 столбиков с накидом. Итак, довязала я столбиками с накидом. И теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все. Теперь последний ряд провязываем так. 2 воздушные. И теперь мы будем провязывать, я не знаю, как это называется, рельефные столбики или как. Я делаю накид. И одеваю не в обычную петельку, как мы обычно провязываем, а вот между столбиком. Прохожу между столбиком. Сначала с наружной стороны провязываю столбик с накидом. Теперь делаю накид. Следующую столбик я провязываю с изнаночной стороны. Заходим с изнаночной стороны и провязываем так. Таким образом мы будем вязать с вами резиночку. Делаю накид. Следующий столбик провязываю вот с наружной стороны. Следующий захожу с внутренней стороны. Опять с наружной. То есть чередуем столбики с наружной и с внутренней. И получается вот такие вот рельефная резиночка в конце. Захватывая следующий столбик, чередуя наружная и внутренняя захват. Наружный и внутренний захват.
Вот такой получается рельефный столбик. И так провязываем до конца ряда. Итак, шапочка связана. Я уже соединила соединительной, скажем так, соединительным столбиком соединила ряд, закрепила ниточку и спрятала. В общем, такая вот обычная кругленькая шапочка. И теперь давайте свяжем соску. Соску можно либо приклеить, если вы хотите приклеить ее, пришить ее можно. Итак, набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот второй ряд провязываем так. В шестую петлю, вернее в первую петлю предыдущего ряда я делаю соединительный столбик. Вот так. Теперь в эту же петлю провязываю столбик без накида. Дальше в эту же петлю полустолбик с одним накидом. И в эту же петлю соединительный столбик. Перехожу на следующий столбик без накида. Полустолбик с одним накидом. И сюда же соединительный столбик. И так повторяем 6 раз. В следующую петлю столбик без накида. Дальше сюда же полустолбик с одним накидом. И сюда же соединительный столбик. В следующую петлю опять столбик без накида. Полустолбик с одним накидом и соединительный столбик. Это 4-я петелька. 5-я петля, переходим на 5-ю петлю, опять столбик без накида, полустолбик с одним накидом и соединительный. И последняя 6-я петелька. Хвостик можно убрать, потом его обрежем. Последняя, столбик без накида, сюда же полустолбик с одним накидом и сюда же соединительный столбик. Вот такая, как бы цветочек такой получается. Обрезаю хвостик и делаю соединительный столбик. Теперь спрячем ниточки.
Эту ниточку обрезаем. Эту тоже. Все. Все это почистится. Вот такой цветочек получается. Теперь колечко я на 2 пальца прокручиваю 2 раза. Беру крючок, продеваю, делаю столбик без накида, воздушную петлю. И теперь в это колечко, в двойное, очень плотненько, ну не плотненько, а вот в каждое, вот в это отверстие, в колечко, и провязываем по кругу столбики без накида. По кругу до конца круга. Какое количество, я не знаю, какое у вас будет. Вот, но вот до конца провязываем. Сколько получается, столько и провязываем. Не затягиваем сильно. Вот. Вот это колечко лишнее обрезаем. Дальше здесь тоже обрежем. Вот. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. И закрепляем. Все, теперь прячем ниточки. Опять. Все, обрезаем. Теперь вот там, где у нас цветочек, вот этот рубец, просто вот так вот приклеиваем. Либо пришиваем, либо приклеиваем. Вот так. Я буду приклеивать. Такая вот пустышка готова. Опять же повторюсь, либо ее можно либо приклеить, либо пришить, либо просто повесить на шейку. В общем, на ваше усмотрение. Итак, розовое боди мы с вами связали. Теперь вяжем комбинезончик для второго пупсика. Тоже на 100 грамм 120 метров. И вяжем комбинезончик. С 1 по 5 ряд я провязала как в боди и добавила еще 2 поворотных ряда столбиками с накидом. 6 и 7 ряд. Все точно так же, как в боди вяжется. Поэтому я не стала удлинять видео. Теперь 8 ряд. Я думаю, это понятно. Теперь вяжем 8 ряд. Значит, я соединяю. Вот. Соединяю 2 конца соединительным столбиком. Вот так. Набираю 2 воздушные петли. В эту же петлю я провязываю столбик с накидом. И теперь по кругу провязываю 38 столбиков с накидом. Первый мы уже провязали. И дальше по кругу провязываем столбики с накидом без прибавок и убавок. Давайте так провяжем до конца ряда.
Итак, довязала я до конца. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все, соединили. Теперь нам нужно вывязывать штанишки. Я набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Набрав 7 петель, нужно соединить с вот этой вот частью. Для этого нам нужно разделить вот этот круг на две половинки. Значит, если у нас было 38 петель, значит, это по 19 петель с каждой штанинки. Давайте теперь отделим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот, соединяем вот так. Столбиком без накида. Вот так мы соединили. Теперь набираю 2 воздушные петли. В эту же петлю провязываю, набираю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и вяжем вот эту вот половинку. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. И дальше провязываю 19 столбиков с накидом. Провязываем по кругу сначала. Давайте довяжем до вот этой части. Итак, провязала я 19 столбиков. Теперь здесь провязываем так, чтобы не было вот этой вот дырочки. Я делаю накид, провязываю только накид на самой штанинке и рядышком провязываю по воздушным петлям второй накид и провязываю вместе. Вот, и дырочки вот этой вот нету, она отсутствует. Это будет 20 столбик. И здесь еще надо провязать 6 столбиков. 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. И делаю соединительную петлю в первую петлю предыдущего ряда, в первый столбик. Вот такая получается у нас деталь. Думаю, видно хорошо. Теперь по кругу провязываем таким образом. Набираю 2 воздушные петли. У нас получается по кругу 26 столбиков. Итак, начинаем вязать 11 ряд. Мы по бокам в каждом ряду будем делать убавки. В эту же петлю провязываю столбик с накидом. И давайте провяжем 11 столбиков с накидом. Провязав 11 столбиков с накидом, делаем боковую убавочку. Делаю накид, в следующую петлю вставляю крючок, провязываю только накид, петелька остается на крючке. Дальше делаю опять накид, в следующую петлю провязываю только накид. 3 петли на крючке провязываем вместе. Сделали убавку.
Провязав 10 столбиков с накидом, делаю убавку. И в конце 1 столбик с накидом. Делаю соединительный столбик с первой петлей предыдущего ряда. Провязали 11 ряд, 12 ряд. Поднимаюсь на 2 воздушные петли и провязываю 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте провяжем 9. Провязав 9 столбиков, провязываем убавку. Делаю накид. Провязываю в первую петелечку, только накид провязываем. Делаю накид и в следующую. Теперь дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавку провязываем. Три петли на крючке провязываем вместе и в конце 1 столбик с накидом. Делаем соединительную петлю с первой петлей предыдущего ряда. Вот так. Итак, провязываем 13 ряд. В 13 ряду нам нужно сделать 4 убавки, поэтому делаю 2 воздушные петли и провязываем так. В эту же петлю столбик с накидом. 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. Дальше убавка. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 4 столбика убавка. Дальше опять 1, 2, 3, 3 и убавка. Убавка. 1, 2, 3 и убавка. Соединяем с первой петлей предыдущего ряда, делаем соединительный столбик. Теперь провязываем по кругу 18 столбиков без накида. Итак, провязали 14 ряд, 18 столбиков с накидом по кругу, без прибавок и убавок. И теперь 15 ряд провязываем как бы рельефные столбики. Я не знаю, как они называются, но то есть провязываем не за петельку берем, а за столбик. Вот за столбик. Я немножко приблизила. Итак, поднимаемся на 2 воздушные петли, делаю накид и провязываю первый столбик, вот так, захватывая крючок за сам столбик, не за петельку, как мы обычно это делаем, а за столбик. И провязываем.
С внешней стороны взяли. Теперь с внутренней заходим вовнутрь. И с внутренней стороны провязываем столбик с накидом. Дальше с внешней, захватывая снаружи. И теперь с внутренней. Опять с наружной. Так чередуем столбики. И с внутренней. С внешней. Такая резиночка получается. И с внутренней. Все, и так вяжем до конца ряда. И с внутренней. Теперь делаем соединительную петлю в первую петлю предыдущего ряда. Вот такая получается штанина. Я отрезаю хвостик. Все. И спрячем его. Дальше начинаем вязать вторую штанину. Итак, вторую штанину мы вяжем точно так же, как и первую. Присоединяем нить где-то в середине, чтобы не было видно. С внутренней части набираю 2 воздушные петли. И сюда же провязываю столбик с накидом. Хвостик при этом будем вязать. И дальше по кругу у нас должно получиться 26 столбиков с накидом. Первый мы провязали. Второй. Третий. Четвертый. И теперь переходим, чтобы у нас здесь был красивый переход. Мы провязываем точно так же. Я делаю, чтобы не было дырочки, я делаю накид, вставляю вот сюда в уголочек, провязываю, только накид провязываю, 2 петли на крючке. Дальше перехожу на первый столбик на костюмчике. Вот так. Вот 3 петли на крючке провязываю вместе. Это будет считаться 1 петля. Все, и дальше провязываем по кругу точно так же. Теперь поднимаюсь на 2 воздушные петли и делаем на второй штанине. Вторую штанину провязываем, убавку делаем по бокам, вот по этим сторонам. Значит, сразу мы провязываем убавку. Все, и дальше провязываем на вторую половинку, заходим. Я сделала в начале убавку, затем 10 столбиков без накидом, затем сделала в боковушке убавку и довязала 12 столбиков с накидом. Теперь 12 ряд. 12 ряд в начале тоже буду провязывать убавку. Делаю 2 воздушные петли и провязываю в начале убавку.
провязываю убавку, вяжем до боковой части штанины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязав 11 столбиков с накидом, провязываем убавку. И дальше до конца ряда провязываем столбики с накидом и делаем соединительный столбик. Итак, провязала 12 рядов. В 12 ряду у нас получается 22 столбика. И теперь с 13 по 15 ряд провязываем, как и первую штанину. В 13 ряду мы провязываем точно так же, как и в первой штанине. То есть первые убавки мы делаем через каждые 4 столбика, вторые убавки через каждые 3 столбика. В 14 ряду 18 столбиков без накида и 15 ряд рельефный. Давайте так провяжем до конца штанинки и закрепим ниточку. Итак, вторую штанишку я довязала, закрепила, уже ниточки спрятала и связала, отвязала первый рукавчик. Второй рукавчик мы вяжем точно так же, поэтому первый я связала, а второй свяжем с вами вместе. Состоит он всего лишь из 5 рядов. Так, вот и начинаем вот с вот этой вот части, с нижней части рукава. Я продеваю где-то посерединке, в принципе, не имеет значения, где-то посерединке. Плюс-минус. Одеваем крючок и присоединяем ниточку. Набираю 2 воздушные петли. И сюда же провязываю столбик с накидом. Это будет первый столбик. У нас должно получиться по кругу 24 столбика. Поэтому провязываем 1, продеваю между столбиками здесь внизу 2, 3, 4 и переходим на боковушку 4, 5, чтобы не было дырочки, можно в одну петлю 2 раза. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Сюда же, так как у нас здесь столбики с накидом, сюда же 20. 21, 22, 23, 24. Здесь, когда мы вязали с вами вот эту часть,
мы захватываем ее, получается. Мы сюда провязываем 2 столбика, потому что здесь получается столбик с накидом и расстояние больше. Поэтому с этой стороны мы 2 столбика провязываем в одну, делаем соединительную петлю. Вот, и получается у нас вот такой вот первый ряд. Второй ряд провязываем 4 убавки. Набираю 2 воздушные петли, в эту же петлю провязываем 1 столбик с накидом, 1, 2, 3 и 4. И провязываем убавку. Убавку провязываем, как и обычно, провязываем только накид. И в следующую петлю провязываем только накид. 3 петли на крючке провязываем вместе. Так нужно провязать до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и убавка. Делаю накид, в столбик провязываю его, делаю второй накид и провязываю в следующий столбик. 3 петли на крючке провязываем вместе. Еще нужно сделать 2 повторения. Давайте так провяжем. В конце второго ряда должно получиться 20 столбиков. Третий ряд провязываем точно так же 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 4 раза. В конце 16 столбиков. Давайте так провяжем. Четвертый ряд провязываем без прибавок и убавок 16 столбиков без накида. Итак, провязали 5-й ряд. 5-й ряд провязываем рельефный. Набираю 2 воздушные петли, делаю накид и провязываю вот между столбиками с внешней стороны и следующий столбик с внутренней. Точно так же, как мы провязывали на штанишках. С внешней стороны, следующий с внутренней. Так нужно тоже провязать без прибавок и убавок. 16 столбиков должно получиться. Чередуем. Делаем, захватываем крючок в внешнюю сторону столбика и затем внутреннюю. Внешнюю и внутреннюю. Все, давайте так провяжем до конца ряда, ниточку спрячем и встретимся. Итак, провязали мы наш комбинезончик. Теперь нам нужно сделать обвязку по всему комбинезончику. Начнем с боковой части. Вот эту вот сторону мы будем с вами провязывать столбиками с накидом. Только вот эту часть, для того, чтобы у нас был нахлест и чтобы мы могли застегнуть пуговички. Делаю 2 воздушные петли и в эту же петлю провязываю столбик с накидом. Теперь, так как мы здесь вязали столбики с накидом, то в каждый ряд мы будем провязывать 2 столбика с накидом. Провязав в первом ряду, я делаю 2 воздушные петли. Пропускаю один ряд. Вот этот вот ряд я пропускаю. Хвостик убираем, мы потом его спрячем. Вот этот вот ряд пропускаю и провязываю столбики с накидом уже в следующем ряду, чтобы у нас было отверстие для пуговички. Вот. Провязываю еще. Смотрю приблизительно, где у меня будет пуговички. Еще один ряд провязываю.
И делаю опять 2 воздушные петли, ряд пропускаю и провязываю следующую. Дальше провязываю столбики с накидом. Теперь 2 воздушные петли и в самом верхнем провязываю столбик с накидом. Теперь сюда же в уголочек провязываю еще один столбик с накидом и полустолбик с одним накидом. И переходим на горловину. На горловине мы уже будем вязать столбики без накида. В каждую петельку по воздушным петлям проходимся столбиками без накида. Хвостик убираю, потом спрячем. Или отрежем, так как мы уже его провязали. Все просто столбиками без накида. Сначала проходимся по горловине. Доходим до угла. В уголочек провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и сюда же 3. Вот эту боковую часть мы провязываем столбиками без накида. Там, где у нас в один ряд получается, я провязываю 2 столбика без накида. В каждый ряд 2 столбика без накида, чтобы наша деталь не собиралась. И вот здесь вот на боковушке тоже внизу провязываю столбик без накида. Все, отрезаю хвостик, делаю соединительный. Все, теперь давайте спрячем все хвостики, пришьем пуговички. Итак, закрепила я ниточку, пришила пуговички. Пуговички, вернее, вот петельки для пуговиц оказались немножко большеватые, потому что пуговички у меня маленькие. И поэтому я здесь просто петелечки немножко прошила. Хвостик. Вот, петельки немножко прошила здесь. Попришивала, чтобы они были не такими большими, потому что пуговички у меня маленькие. Я не нашла больших красивых пуговиц, которые планировала. Вот. Так они хорошо застегиваются. А вы смотрите сами, какие у вас пуговицы. И делайте для пуговиц петельку, ту, которую необходимо вам. Вот такой вот комбинезончик у нас получился. А вот, думаю, у вас тоже все получилось. Теперь
Значит, свяжем вот такую вот шапочку. Шапочку точно такую же вяжем, как и прошлую розовую. Красную мы с вами вязали, красную для первого малыша, для первого пупсика. Мы вязали красную. Это точно такая же шапка, только вот так вот пришить ушки для этой шапочки. И для этого давайте я уже одно ушко связала. Вот для этой шапочки. И давайте свяжем с вами точно такое же второе ушко. И пришьем к шапочке. Для этого я беру точно такую же пряжу. Такого же самого цвета. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь второй ряд. Все прибавки, все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик вяжем вместе. Подтягиваем. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Третья прибавка провязана, четвертая, пятая, и шестая. В ряду у нас 12 столбиков. Теперь третий и четвертый ряд провязываем без прибавок и убавок по кругу 12 столбиков без накида. Итак, провязала я деталь, отрезаю подлиннее хвостик, закрепляю. Этими же ниточками мы будем с вами пришивать ушки. Ушки пришиваем симметрично, равномерно, чтобы они были. Пришиваю их на переднюю часть шапочки, потому что, ну, как бы пупсик будет лежать, и чтобы ушки были видны. Не сзади, а вот здесь, немножко впереди. Не посерединке. Вот если так положим шапочку, то ушки я буду пришивать вот сюда, на переднюю часть головы. Итак, меряю шапочку на пупсика, одеваю его и иголочками прикрепляю ушки симметрично, чтобы меня все устраивало. Все я прикрепила, посмотрела, что все меня устраивает, ушки симметричны. И давайте пришьем. Итак, пришила я ушки. Вы видели, как я пришивала ушки. Я к голове прикалывала, чтобы они никуда не делись, эти ушки. И просто захватывала стежочки на шапочке. Мне так удобнее. Вы можете пришивать, как вам удобно. Вот. Поэтому каждый приспосабливается, как хочет. Теперь я хотела украсить шапочку. А вот мордочкой тоже мишки.
Для этого давайте свяжем с вами мордочку. Приготовила я белую, тут у меня осталось немного белой пряжи плюшевой. Берем крючок. Вот, и набираю я 4 воздушные петли. 4 воздушные петли. Сейчас я поближе. Вот, сделала поближе. Вот, и набираю во вторую петлю от крючка, провязываю прибавку. Дальше 1 столбик без накида. В последнюю 4 столбика без накида. В последнюю петельку. 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем 1 столбик по второй стороне, 1 столбик без накида и прибавка. Дальше провязываю, это первый ряд. Второй ряд. В первую прибавочка. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше вторая прибавка. Дальше 1 столбик без накида. 4 прибавки подряд. В каждую петлю 2 столбика без накида. Так. Дальше 1 столбик без накида и 2 прибавки подряд в конце. Второй ряд. Третий ряд провязываю 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида, прибавка. Дальше провязываю 1 столбик без накида и дальше по схеме 1 столбик без накида, прибавка, и так нужно сделать 4 повторения. Это третье повторение, четвертое повторение, 1 столбик без накида и в конце 2 повторения. 1 столбик без накида, прибавка. Один столбик без накида и прибавка. Вот так. Теперь по кругу провяжем просто без прибавок и убавок. Провязываем столбики без накида. Вот такая мордочка получается. Ой. Сюда мы сейчас ее будем пришивать. Вот так. Эту мордочку закрепляем. Все. Как раз мне хватило белой пряжи. То количество, которое у меня осталось. Вот. И теперь
Вот так вот немножко ее загибаем, чтобы сюда холофайбер можно было. Вот так, чтобы она была немножечко надутая. Все, и пришиваем ее вот так вот в конце, вернее, там, где ободочек наш, пришиваем обычной ниточкой с обычной иголочкой. Я беру обычную нитку с иголкой и пришиваем. Итак, пришила я мордочку, набила слегка набила чуть-чуть холофайбером, чтобы мордочка была выпуклой. Все, теперь пришиваем, вышиваем, вернее, носик. Носик я вышиваю, я взяла черный джинс, толстую иголочку, вот, и буду просто вышивать мордочку. Кстати, когда пришиваешь обычной иголкой с обычной ниточкой, то ничего с обратной стороны не видно. Ниточка, она скрывается в этом вот меху, поэтому очень удобно пришивать, вернее, лучше всего пришивать обычной иголочкой с обычной ниточкой. Все, теперь давайте вышьем с вами мордочку. Вот где-то отсюда будем заходить. Оставляю хвостик. И будем с вами вышивать мордочку.
Носик мы вышили. Вот такой вот носик. Теперь глазки. Глазки я тоже беру Ярнард Джинс. И просто в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Беру троечку крючок. Троечку. И в кольцо амигуруми просто набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваю кольцо, делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Отрезаю, закрепляю. Все, и два хвостика просто завязываю. Глазки я буду приклеивать, поэтому я просто завязываю на узелочек крепко и обрезаю хвостики. Все, глазки готовы. Теперь давайте их приклеим к мордочке. Приклеивать я буду вот возле самой мордочки. Вот здесь. Приклеивать я буду горячим пистолетом клеем. Если вы можете приклеить, можете пришить, тоже на ваше усмотрение. Только если будете пришивать, пришивайте за обычной иголочкой с обычной ниточкой. Итак, приклеила я глазки. Вот такая вот шапочка у нас получается. Мишка. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Итак, шапочку откладываем. Теперь приступаем к пинеткам. Пинетки у меня будут тоже мишки. А вот цвет тоже берите разнообразный, какой у вас есть. Я взяла под цвет боди. Под цвет комбинезончика, вернее. Вот, и чтобы сочетали все цвета. Пинетки связала точно такие же, как и к первому пупсику. Точно такие же. Единственное, что оформление будет другое. Вот. Поэтому не буду повторяться, как вязать пинетки. Пинетки вяжем точно так же. Делаем окантовочку на подошве. Ну, в общем, все то же самое. Одну я уже оформила. И давайте приступим к оформлению второй пинетки. Для оформления мордочки я взяла полубусины 8 миллиметров. Для того, чтобы их приклеить, глазки. Дальше, теперь давайте свяжем мордочку. Для этого беру тоже под цвет шапочки пряжу. У меня это бежевая. И начинаем. Набираю 3 воздушные петли. Набрав 3 воздушные петли, в первую петельку набираю 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 и 12. Делаем соединительную петлю в первый столбик предыдущего ряда. Сделали соединительную. Подтягиваем хвостик. Все, теперь второй ряд. 1 воздушная петля. И в эту же петлю провязываю 2 столбика без накида. И теперь в каждую петельку я провязываю 2 столбика без накида. В этом ряду у нас должно получиться 24 столбика. В каждую петлю 2 столбика без накида. Делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Провязали мы второй ряд. Во втором ряду у нас получилось 24 столбика. Третий ряд. Третий ряд провязываем так. Уже воздушную петлю мы не делаем, не провязываем. Следующую петельку со следующей петли провязываем соединительный столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Итак, провязали 6 соединительных столбиков. Теперь вяжем ушко. Ушко вяжем вот в эту петельку, в следующую провязываем 5 полустолбиков с накидом в одну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 полустолбиков с накидом в одну петлю. Теперь провязываем 5 соединительных столбиков. Вот не пропуская петельки, провязываем 1, 2, не затягиваем петли, так свободненько, 3, 4 и 5. И вяжем второе ушко. В следующую петельку провязываем 5 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4 и 5. И дальше до конца ряда, не пропуская петельки, провязываем соединительные столбики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот такой у нас получается, вот такая получается деталь. Коротенький хвостик отрезаем, так как мы будем деталь пришивать либо приклеивать, тоже на ваше усмотрение. Я приклеиваю. Если будете пришивать, пришивайте обычной ниточкой с иголочкой, чтобы не было видно с обратной стороны, ничего не было видно. Так, теперь глазки мы с вами приклеим. Глазки приклеим.
Вот, и мордочку. Беру я белую пряжу. И мордочку вывязываем так. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И со второй петли от крючка провязываем прибавку. 1 столбик без накида. В последнюю 4 столбика без накида. 1, сюда же 2, сюда же 3 и сюда же 4. Дальше 1 столбик без накида с обратной стороны и прибавка в конце. Делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда и закрепляем. Дальше завязываю на узелочек и тоже прижигаю, чтобы кончики были, так как я тоже буду вот приклеивать мордочку. Можно пришить, можно приклеить. Все. Теперь беру черную ниточку и просто вышиваю носик. Носик вышиваю обычно полосочками. Ничего там не надо. Вот так вниз опускаю, снизу, вернее, с серединки. Продеваю вот так 2 стежками. Вот так. И теперь отсюда тоже через одну петельку все, 4 стежочка. Теперь давайте завяжем на узелочек. Все, приклеиваем мордочку, глазки и приклеиваем пинеточки или пришиваем. Если будете пришивать, ушки мы не пришиваем. Пришиваем только вот этот вот кружочек, а ушки остаются вот не приклеенные, либо не пришитые. Вот так вот. Все.
Итак, пинеточки связаны. Вот такие у нас будут пинеточки. Вот такая будет шапочка. В общем, вырисовывается неплохой костюмчик. Итак, теперь давайте свяжем с вами бутылочку с молоком. Для этого я приготовила 3 цвета пряжи. Молочная. Единственное, где есть этикетка, конечно, я вам уже скажу. Это обычный молочный цвет 80-308. Цвет молочка. Окантовочка бутылочки у нас будет розовенькая. И соска будет желтым цветом. Вся пряжа это Himalaya Dolphin Baby. Вот, и единственное, у меня нет на этих этикетки. В принципе, тоже цвет бутылочки вы можете выбирать любой. Если это будет мальчик, то синий-голубой, бирюзовый. То есть цвет бутылочки тоже на ваше усмотрение. Давайте начнем. Итак, начинаю с молочной пряжи, с донышка, и набираю 6 столбиков без накида. 2 воздушные петли и 6 столбиков без накида. О чем я думаю? 3, 4, 5 и 6. Теперь во второй ряд все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас 12 столбиков. Это будет 3-я прибавка. Это будет 4-я. 5-я. И 6-я. Второй ряд готов. Теперь 3-й ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Ставлю маркер, чтобы не потерять первую петельку. Не хочу считать, поэтому провязываем 1 столбик, прибавка. Провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас 18 столбиков. Давайте так довяжем до конца. Итак, провязали 3-й ряд, 18 столбиков получается. 4-й ряд. Снимаю маркер и провязываю за заднюю стеночку петли 18 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. Уже за заднюю стеночку 18 столбиков без накида. Отделяем донышко от самой бутылочки, провязывая за заднюю стеночку петли. Без прибавок и убавок. Вот так провязали. Теперь снимаю маркер и теперь за полную петельку провязываю 15 рядов вверх. С 5 по 19 ряд 15 рядов провязываем 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок по кругу. Давайте так провяжем. Итак, провязали 10 рядов с 5 по 14 ряд. Я обрезала уже молочную пряжу и буду подключать розовую. Значит, я снимаю маркер. Снимаю крючок. Так. Зацепился у меня. Меняю ниточку на розовую. Вот так. И теперь 2 ряда провязываю
2 ряда 18 столбиков без накида провязываю розовой пряжей. Провязав немного, я завязываю хвостики, чтобы не распустились. Все, и 2 ряда 15 и 16 провязываю розовой пряжей. Давайте провяжем. Итак, я не довязала 2 петельки, меняю ниточку на желтую. И теперь вяжем за заднюю стеночку петли. Итак, провязав 1 столбик за заднюю стеночку петли, следующий провязываем убавку. За заднюю стеночку петли убавки убрать, ну, как бы мы не сможем, поэтому как мы будем вязать убавочку? Я вытягиваю рабочую нить, не провязываю, в следующую за заднюю стеночку одеваю 3 петли на крючке, провязываю вместе. Дальше опять 1 столбик без накида. И дальше в следующую убавка за заднюю стеночку провязываю, вернее вывожу рабочую петельку, не провязываю, в следующую 3 петли на крючке провязываю вместе. Дальше опять 1 столбик без накида. Дальше опять убавка, вот так. И так провязываем до конца ряда. За заднюю стеночку петли до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков. Теперь, итак, провязали теперь 18 ряд. Уже за полную петельку провязываем 1 столбик без накида, ставлю маркер и убавка. Здесь уже можно за передние полупетельки захватывать. Так нужно повторить 4 раза. В конце у нас должно получиться 8 столбиков. Вот так. Теперь 19 ряд, 2 столбика без накида, 2 столбика без накида, убавка, два столбика без накида и убавка. В конце у нас получается 6 столбиков. И теперь провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков без накида, теперь обрезаем ниточку. Закрепляем и стягиваем. Но перед этим давайте набьем вот эту вот часть набьем холофайбером. Итак, набила я сосочку. Теперь просто стягиваем за полупетельки отверстие. Вот таким образом. Окошко открытое, надеюсь, вам не будет слышно шум этих машин, потому что жарко. Все, и теперь в центр вставляю иголочку. Стараюсь в центр. Вот так. А вывожу в любое место.
Сейчас мы все подправим. Все. И прячу ниточку, путая. Обрезаю хвостики. Все, поправляем все. Итак, сосочка готова. Здесь мы донышко вот так вот прижимаем, чтобы оно было. Так, что-то у нас тут вылезло. Все, теперь давайте оденем плюшевую ниточку. Так, одела я плюшевую ниточку, и теперь давайте где-нибудь отсюда зайдем. Вот, и вот так вот прошьем, как бы граммы. Вот так. Так. Так, по-моему, так. Ну и еще раз. И уже выходим. Возвращаемся к вот так. Вот. И возвращаемся к хвостику нашему. Переходами. Мелкими перебежками. Все. Хвостик закрываем. Ой, хвостики завязываем на узелочек. Отрезаем. И прячем хвостики. И бутылочка наша готова. Можно уже кормить нашего пупсика. Все, вот такая вот бутылочка готова. Надеюсь, у вас все получилось. Все, теперь давайте оденем нашего малыша.